Представители знака зодиака Телец, Тельцы, мои дорогие, здравствуйте. Таро расклад. Что откроется? Что прояснится в октябре месяце 2024 года? В октябре может быть самая разная палитра событий. И тот, кто нам сказал нет, скажет да. И наоборот, кстати. И по работе подобные ситуации, какие-то метаморфозы, сюрпризы нас могут ожидать. Вы могли с чем-то определиться уже в сентябре, или на конец сентября, или на начало октября. Какая-то приходит данность, и вам придется, может быть, где-то пересмотреть свои позиции. В целом осень – это вот период ретроградности, и все вопросы, которые касаются благополучия, могут меняться множество раз. Ну и люди где-то меняют мнение. Вот поэтому, раз мы допускаем как раз, что может быть это неразбериха, но зададим такие вопросы, которые как раз к тому, что откроется, или как мы внезапно можем что-то узнать. И первый вопрос у нас будет: что вы вычеркнули из своей жизни, а оно возьми и вернулось? С чем вы, может быть, согласились, что нет продолжения, и вдруг продолжение последовало? В чем вы думали, что вы поставили точку, а оказалось, что это запятая или многоточие? Какая правда откроется для вас? И что для вас в связи с этим важно знать? Что меняется? И что изменит вас? Что вам с этим делать? Или какие, в принципе, изменения могут быть? Что вам хотят сказать высшие силы или знаки судьбы, Вселенная? Какие возможности перед вами открываются? И карту совет, как действовать, или каков вы результат получаете, что дальше будет. И если мы спросили, что же вы вычеркнули из своей жизни, кто-то мог вычеркнуть из жизни конкретного человека, у кого-то могли проиграться вопросы именно по части личной жизни, и иногда по этой карте проходят именно наши близкие. Это как и в брачном союзе, так это могут быть люди. Просто вы совместно отношения не оформили, но, может быть, строили какие-то планы или какое-то время вместе проживали, была любовь, может быть. И здесь что-то пошло не так, и это могло пойти, потому что сам по себе период второй даже половины 2024 года, тут, знаете, как, например, в июле и начало августа это были одни энергии, были одни какие-то решения и одни возможности. А в конце августа для вас все могло вообще в корне измениться. И на начало сентября, сам сентябрь, вы уже с чем-то определились. И вот в конце сентября опять что-то может меняться. Или люди меняются, или обстановка, но каким-то образом все равно что-то приходится учитывать. И вот как раз какая-то личная история. То, что вы думали, она завершилась, а здесь она как раз нет. Здесь что-то возвращается, или какие-то вопросы, связанные с тем, что было прежде, возвращаются. Так вот, что же запятая и что такое многоточие? А вы правда могли с чем-то определиться? Двойка мечей сама по себе карта выбора. Да, иногда эта карта говорит о конфликте, о том, что мы могли быть не согласны с конкретным человеком, с кем прежде строили планы или в ком могли быть уверены. Вижу больше, конечно, личная жизнь. Так вот, по двойке мечей, тут ведь у каждого по-своему. У кого-то был конфликт, и, может быть, и был и спор, и, может быть, и даже ссора. А у кого-то как человек ушел в никуда, какое-то молчание. То есть перекладывайте на себя, здесь у каждого по-своему. Но сама по себе ситуация выбора, и вы этот выбор сделали. И теперь оказалось, что это либо многоточие, либо запятая. И что мне ждать от этого человека? Вот есть конкретный человек. Может быть, для кого-то из вас это просто родственник или родственник вашего партнера. И каким-то образом ваши судьбы пересекаются, или вам как-то надо откликнуться. Давайте узнаем, что это такое вообще. Ну, действительно, вы могли принять уже важное решение, что все, я занимаюсь собой.
Или у меня свои планы, какая-то своя стратегия, тактика. По девятке жезлов мы занимаем оборону. Именно потому что набили шишек. Мы уже теперь опытный воин. Но в этой колоде нам показано немножко по-другому. Человек выставляет пугало, как будто он хочет себя обезопасить от всего лишнего, что может войти в его жизнь. Мало того, что забор, так еще и вообще как бы и снаружи, и внутри, чтобы никто не нарушал где-то мою нирвану, мои планы или то, что я собираюсь осуществить. А тут какие-то возможности. У кого-то из вас может проиграться, знаете как? По королю чаш всегда идут два направления. Это с одной стороны эмоции или личная жизнь, чувства, а с другой деньги. Вот как раз умеет эти два направления король чаш уравновесить. И может быть для кого-то из вас выбор либо деньгами заниматься, либо любовью. Ну, я так утрирую, личной жизнью. Или есть какие-то споры, которые с вашими родственниками. И именно из-за денег. Или какая-то финансовая ситуация. Я не могу сказать, что вы тут будете открыты буквально всем подряд. Потому что по тузу Пентаклей, знаете, я должна сказать, что у вас возможность заработать деньги как раз. Или какая-то история, именно которая касается денежной, может быть, конкретной суммы. Может быть, вы кому-то одолжали, или вам кто-то. И здесь возникнет заново этот вопрос. Ну, это я так предполагаю. Но все-таки нет, это проиграется для небольшого количества людей. Но тогда скажу, карта мага, вы за любую брешь финансовую закроете, мои дорогие тельцы. По тузу Пентаклей новые возможности заработка. И кто-то из вас, вот эта девятка жезлов, выберет себя, действительно подтвердит как бы свой выбор или, может быть, расставит все по местам как раз в решении финансовых вопросов. Карта мага, увы, это как холодная карта, это не про любовь. Поэтому больше дела, работа, бизнес, по крайней мере, я вижу так. Ну и по магу, это планы на будущее. Вы прочувствуете, что у вас сейчас как в новое вдохновение. Вы себя как-то по-другому переоцените, что, боже мой, может быть, прежде я много уделяла или уделяла внимания тому, что, по сути, не могло быть продолжено. А вот теперь я хочу наверняка продолжить какую-то свою историю. Это как ваши личные достижения. Это время октябрьское, несмотря на всю ее переменчивость, его переменчивость точнее, вам нужно использовать, мои дорогие, по максимуму. Туз Пентаклей, карта мага. Да, тут много вопросов вы можете для себя решить, закрыть, согласовать. Давайте узнаем, какая же правда откроется. По Верховной Жрице это та, которая все знает. И если вам или вас одолевают мысли, мне кажется, что человек что-то скрывает. Или скрывают, допустим, на работе какая-то закулисная игра идет. Вам не кажется, это на самом деле так оно и есть. У вас будет обострена интуиция, и вам это помогает. Вам это помогает измениться, вам помогает осуществить как и свой план, так и сохранить самих себя. И что для вас будет важно? Это карта независимости, поэтому сама по себе независимость для вас важна дважды. Рядом еще один старший аркан. Это избавление от боли и избавление от страданий. По сути, суд, страшный суд, но он не страшный совсем. Эта карта называется в этой колоде «Дорога к свету». Она лежит через интуицию, через самопознание, когда вы себя действительно поставите на первое место. Давайте, чего это может касаться? Хотя чего угодно, любая сфера, поскольку старшие арканы. Но все же, немножко проясним, раскроем. Что же за правда? Это карта путешествия, это карта поездки, но также это еще карта заслуженного успеха, пусть не в этой колоде, но я ее так всегда называю. Потому что это когда мы движемся вперед. Да, мы еще пока не знаем, что нас ждет на другом берегу. И человек, который нам показан, я надеюсь, это видно, грустное выражение лица. Он не знает, но понимает, что двигаться вперед необходимо. Это может быть как новые возможности, например, стать популярным или рассмотреть для себя новые возможности работы посредством, например, интернет. Всегда по шестерке мечей проходит пространство,
Ну, где-то и Вселенная, и эфир, интернет мы будем говорить, или работа, как IT, какие-то технологии могут быть для вас, мои дорогие тельцы, когда вы начнете вообще как бы архитектуру блокчейна изучать, ну, кто вот знает, правда, или какие-то новые специальности с этим связаны, для кого-то из вас продолжение развития вашего дела, вашего бизнеса, вашего творчества, но с другими возможностями. Они у вас появляются. И правда, вы чувствуете. И если я сейчас от этого откажусь, то потом я это уже не получу заново, как возможность. Поэтому отправляться как будто стоит. Но здесь тысячи неопределенностей может быть. И его величество выбор. Вот посмотрите, еще один старший аркан. Заслуженный успех придет, но выбор как будто делать необходимо. Но в этой колоде карт обозначает конкретно влюбленных, пару. И для кого-то из вас может действительно встать выбор между работой и каким-то союзом. И домом еще вдобавок. Потому что вообще это праздник после победы. Это сама по себе карта уверенности, якоря. Может быть, для вас придется соединить несоединимое. Соединить разум и сердце. Соединить вот как король чаш. Ну, те ваши чувства. И при этом, ну, себя не поставить на второе место. Тут у каждого будет, безусловно, по-своему. Но в целом, чтобы подытожить, вот вы и ваше благополучие. Этому нужно уделить внимание, что просит ваша душа. Потому что, может быть, как раз по аркану страшный суд вы и делаете этот важный выбор. И если вы себя задвинете на второе место, то потом, ну, неизвестно как, продолжится какая-то ситуация, что-то судьбоносное у вас здесь, мои дорогие тельцы, в октябре решать придется. Может быть, и вопросы, связанные же с домом, конкретным местом проживания. Но еще и одновременно работа. А у кого-то придется конкретно переезжать. И может быть далеко. И может быть где-то с семьей. Или к какому-то человеку. Может быть и так, как завершение какого-то дела, вопроса. Переложите на себя. Что меняется? Ну вот смотрите, иллюзий все-таки нет. Исключаем. Дважды исключаем, поскольку в этой колоде это карта самих по себе иллюзий. Или того, что мы бы многое хотели, но есть какая-то реальность. Поэтому меняются иллюзии, они исчезают попросту. И вы можете, конечно, в них застрять, безусловно. Может быть, это как задача. И где-то это вас меняет. Меняет, когда вы понимаете, ну, сколько ты, допустим, не доверяй какому-то человеку, но вряд ли человек меняется. Ожидание ничем не закончится, и выбор придется делать именно мне. Может быть и так. Давайте мы посмотрим, что же это для вас будет значить. Королева жезлов. Немножко вы меняете, или немножко даже. Энергии, мои дорогие, королева жезлов, это та, которая себе никогда не навредит. Вы словно превращаетесь в воина в душе, когда прежний путь, проб и ошибок, выводы вы уже сделали. И теперь это та персона, которая очень притягательна, которая умеет работать с информацией и распоряжаться деньгами. Поэтому вы сами меняетесь. И с одной стороны, больше где-то оптимизма, где-то азарта, я бы даже сказала, к тому или как вашим планам, которые вы захотите осуществить. И главное, у вас все получится. Но есть вот рядом карта семерка чаш, и нам говорят, не должно быть никаких иллюзий. И, кстати, Верховная Жрица, мы говорим, храните молчание, вам как-то это будет помогать. И тайны какие-то открываются. Так вот, по королеве жезлов с ней хотят общаться. Откуда она узнает информацию? Как раз от людей, которые появляются в ее жизни. И она вот эту информацию, все, что услышала, она перекладывает на свои какие-то возможности или на свои задумки. И потом правильно действует. Она как раз в первую очередь обладает большим объемом информации. И для вас сама по себе информированность где-то меняет вас
И может быть то, что вам доверяют, вы в целом правильно умеете оценить, как и сегодняшний день. И значит, добавляет вам уверенности в завтрашнем дне. Так и правильно внешнюю какую-то обстановку вы можете тоже оценить. Это ведь очень важно, чего это может касаться. Ну, тельцы идут вперед. Тройка пентаклей – это карта будущего. Вообще, это момент перехода, сдачи экзамена. Кто-то может сдавать экзамен буквально. И когда завершаете, у кого-то курсы вождения, у кого-то просто курсы, какие-либо сертификат вы получаете, зачеты. Но это еще и жизненный экзамен. Наверное, жизненный экзамен – не повторить какую-то прежнюю ошибку, чтобы не было иллюзий. И вот реализм. Для кого-то из вас это когда вы будете конкретно что-то изучать новое. Мы уже об этом с вами говорили. И это не ради любопытства, а это когда вы эти знания переложите потом на финансовые рельсы. Да, это не произойдет быстро. Какой-то финансовый рост у вас определенно будет. Именно благодаря тому, что вы теперь великий реалист. Вы и так реалисты, но значит есть какой-то вопрос, в котором вы застряли. И вот принять вот эти вот иллюзии, что, может быть, это было связано как раз, чаша у нас выпадает, с личной жизнью. Вы надеялись на кого-то, а не получилось. И здесь вы теперь будете надеяться сами на себя, и для вас нет ничего невозможного. По рыцарю чаш это, да, это состояние влюбленности. Здесь, значит, если для кого-то даже происходит, мои дорогие, расставания, тогда у вас на пороге может быть новое знакомство. И для кого-то, я понимаю, не для всех, но для кого это актуально. Такое может быть. Вы словно можете переключиться именно на свои собственные задачи. Изменить себя, изменить окружение. И какой-то совершенно новый союз с предложением душевным. Может быть, у кого-то это сама по себе радость, когда у вас получится какой-то проект, вот изменяется что-то к лучшему. И если были какие-то вопросы, связанные с конфликтом, недоразумениями, да, мы об этом с вами говорили, то, скорее всего, другие какие-то эмоции идут. Дайте я достану еще карту, не совсем понятно. Да, действительно. Здесь может быть, знаете как, вопрос о поездке стоять у кого-то таким образом, что да, я бы поехал или поехала, но на том берегу нет каких-то гарантий. Или был какой-то конфликт. И поэтому у вас могут быть и раздумья, стоит мне в это или нет. Вы знаете, как будто да. Рядом еще одна карта, которая о перемещении. И это старший аркан колесница. Здесь что-то идет по судьбе. И мы это не можем, как ход небесных фишек. И ведь это будет для вас означать совершенно какую-то новую историю вашей жизни. С новым статусом, с новыми возможностями. Поэтому тут действительно меняется ваша жизнь. Ну, давайте мы пойдем дальше. Переложите на себя. Какой-то прогресс должен быть. Я вижу, ваша задача в том, что вы себе не должны забыть. Что же как знаки судьбы? Вот опять же, личная жизнь какая-то проигрывается. Восьмерка чаш. Нам показано, буквально человек уходит. Но наша девушка, которая с платочком в руке, она не выглядит плачущей, а словно зажала этот платочек в руке и думает, пошел, вот и иди. У кого-то буквально может быть связана с человеком ситуация ухода. Так вот, у вас была какая-то прежняя история, когда вы поставили в чем-то точку. Может быть, и человек первый поставил точку. И вот такое тоже может быть. А здесь что-то возвращается. Опять же, чаши. Вот так оно вполне вероятно. Вы можете оказаться на выборе, ведь по восьмерке чаш это как раз еще один выбор. Мы его сделаем. И это перед нами открывает новые возможности. Так вот, какие возможности? Выбор будет. Эта карта называется «Бесконечный дождь». Что в вашей жизни? Либо будет этот бесконечный дождь, либо как-то ситуация будет меняться. Вас могут, с учетом 20-го аркана, высшей силы, как раз экзамен своего рода жизненный и повторить какую-то ситуацию. Хорошо, давайте узнаем, чего это касается.
Для тех, кто один или одна, возможность выйти из одиночества, может быть. Хотя я больше отшельник, это как жизненный путь, это философия жизни, это какие-то важные решения. Для кого-то из вас ведь, может быть, все же у нас здесь карта ухода. Кто-то поставит точку и в отношениях, такое тоже могу предположить. Или как-то вы сумеете организовать свою жизнь, у кого в личной жизни все хорошо, когда ваше самовыражение, оно обязательно должно состояться, ведь это своего рода миссия ваша. Карта силы, когда вы перестанете бояться, когда вы начнете доверять себе. И подсказки как раз, они будут и связаны с вашим каким-то выбором. Сам выбор вам словно судьба преподносит. И тут не может быть какой-то двоякой ситуации. Вы не можете одновременно сидеть на двух стульях, вот как будто так. Выбор делать придется. Но по аркану сила нет для вас ничего невозможного. И в первую очередь именно уходит страх. Может быть, вы прежде боялись. Вы думали, к примеру, да, если это личная история, а как я буду один или одна, какая-то история уже вас связывала, чувство, может быть, связывала. А здесь нет, вот понимаете, тут какие-то холодные решения, как и по 8 кубков, это холодная карта. Но отшельник тот, который идет сам по себе. И никаких страхов. На отшельника его невозможно ни уговорить, ни купить, ни расстроить, мои дорогие, никакими мечами, потому что он имеет свое мнение, и все, и точка. И дальше это не обсуждается. 2 старших аркана. Действительно что-то судьбоносное. Но кто-то может вот эти возможности и пропустить. И тогда вот этот бесконечный дождь может и не закончиться. Будьте внимательны. Совет, как действовать. Карта ностальгии. Да, эта карта может говорить о том, что действительно какая-то история принимает новый оборот. Или человек вдруг опять появляется. Но, видимо, разделить, где ностальгия, а где конкретные действия человека или конкретная, какая-то жизненная активная позиция, когда подкреплена она действиями. Что это? Чего может касаться? Ну вот я вижу так, мои дорогие, что вы все равно выбираете где-то себя действиями, но есть и возможность у вас в октябре месяце попросту решить финансовую ситуацию или кардинально изменить свое финансовое положение, или в сторону самодостаточности, какой-то осуществить проект, или пусть даже вы где-то в самом начале, или с какой-то коррекцией, но что-то вы можете продолжить и получите великолепный результат. Это карта самодостаточного человека. Для вас очень важный месяц октябрь, хотя и выборы будет сделать непросто. Перекладывайте на себя, мои дорогие тельцы, и будьте счастливы, будьте любимы всегда.